Лаобао. Лаобао. Так, где же мы это оказались? Никитос, подъем нам. Войны! Время переходить границу. Всем доброе утро, друзья. Да, это было непросто. Второй день, вставать так рано, что время 6:30. Почти 7. Граница вроде скоро откроется. Место, конечно, мы выбрали для палатки. Не сказать, что это самое лучшее. С одной стороны, смотрите, как красиво. А с другой стороны, здесь всю ночь просто гоняли вот так вот мотоциклы туда-сюда. Я сначала думал, что, кто не знает, может, это местные. А потом понял, что, по ходу дела, это патрули приграничные. И они просто каждые там минут 10, наверное, туда-сюда гоняют. Один чувак только подъехал, сказали, что поспим, и утром пойдем на границу, и он сразу уехал. В принципе, все лояльно, кто особо нас не напрягал. Прохладненько с утра. 10 минут на сборы! Под рюкзак! У нас нет второго шанса. Мы должны сегодня ворваться в Лаос. 5 минут, мы уже почти собрали палатку. Че, как тебе, Никитос, нормально? Да. Ништяк, точно? Ты вообще поспал, выспался? Выспался. Вообще отлично все. Блядь. Вообще, минималистично, кстати, двигаемся. Пенка мне даже не понадобилась. В принципе, достаточно тепло. Надеюсь, дальше так же и будет. Сыровато, правда. Вот смотрите, мы в облаках стоим. Мы еще поднялись для лагеря на гору. Это была небольшая ошибка. До 2 часов ночи, что ли, смотрели на карты, искали в Лаосе всякие интересные места, что-то пытались там простраивать маршруты. По итогу поняли, что ни хрена все равно не понимаем, сколько там передвигаться. Автостопом же еще придется передвигаться. Поставили сначала точки дальние, там, 300-400 километров. Сейчас я понимаю, что, может быть, это даже слишком далеко, потому что у нас время ограничено в Лаосе. Потому что Никитосы выписываются из хаты уже скоро, поэтому у нас получится заехать внутрь, потусить там 5 дней и будем уже обратно собираться, потому что хрен знает, опять же, сколько будет занимать дорога вперед-назад. Короче, особого плана мы так и не составили. Пока не понимаем, куда мы едем, но так, придумали для себя, что мы хотим посмотреть какие-то водопады, может быть, и какие-то природные места. Кстати, мунсун-то заканчивается, а погодка, видите, здесь лужи, походу здесь проливают дождики до сих пор. Надеюсь, что частично наш визаран пройдет в сухую, и мы не будем прятаться от дождя. Вот это странный домик, мы шли вчера, думали, кто-то там живет. А вообще здесь, в принципе, некоторые домики даже очень цивильно выглядят, вот деревянные. Они как бы еще, видите, их поднимают, как будто на 2-й ярус. Здесь ночью проходили через эту локацию, думали, может тут палатку поставить, а потом в ночи увидели вот этого чувака. Хорошо, что рядом с ним не встали. Мы уже почти что вниз спустились. Вон впереди, если видите, здание с синей крышей, это как раз граница. Пришли в ту же самую кафешку. Смотрите, сколько здесь ребяток местных тусуются. Они все ждут, когда же откроется лаосская граница. Мы тоже. Сейчас идем за завтраком. Кисуля. Синтяо, брат. Good morning. Утро начинается с вьетнамского холодного кофе со сгущенкой. Кисуля, где твои котятки? Пока пьем кофе, взяли себе яишенку с овощами. Не знаю, что он приготовит. Будем сейчас смотреть. Кофе ядреный. По мозгам сейчас ставит как надо. Заказали яичницу с овощами, но он сказал ОК, как говорят все вьетнамцы, но принес нам просто яичницу без всего. Что-то он понял. Лучок поджаривать пошел. Вот это, как-то несерьезно. Надо хотя бы с чем-то. Мы привыкли с чем-то есть яишенку. Хотя бы бекончику. Ага. Эти странные русские, что они... Вот видите, как на границе работать. Золотые купола. Приятного аппетита. Нам завтракаем. И отправляемся покорять лаосские земли. Смотрите, вчера мы тут обнаружили очень прикольную брендированную салфетницу. Очень редкая эксклюзивная вещица. Это салфетница от самого Стива Джобса в коллаборации с Nike. Видите? Здесь как бы Nike.
и Apple. Время уже 8 утра, друзья. Первый квест будет самый важный в Лаосе. Нужно будет сделать каким-то образом лаосскую симку, потому что мы примерно где-то 5 дней будем находиться в Лаосе, и без интернета, ну, вообще никак. Го! Идем покорять изведанные земли. Здесь приграничная движуха какая-то происходит. Фуры, понятно, контрабанду везут в Лаос. Ну что, попытка номер 2 в этот раз. Нам уже ничто не помешает. Так что сейчас по-быстренькому ныряем в Лаос. Первый штампик нам поставили. Взятка, как обычно, 50 донгов. Ну что, у нас остались последние ворота. Это мы входим, собственно, в сам Лаос. Поставили нам штампики. До 27 апреля мы можем находиться в Лаосе. Для нас это даже слишком много. Сейчас нам нужно сделать сим-карту. Сразу не отходя от кассы, встретили женщину, сразу у нее здесь и обмениваем баксы. Кстати, еще с Индии вожу эти доллары. По-моему, это за браслет или за шляпу. Вообще ничего не понятно. Сейчас вот пытаемся выяснить, сколько на этой сим-карте, которую мы покупаем, гигабайт будет лежать. И за симку просит 200 донгов. Это где-то 600 рублей. О, обалдеть, блин. Вот не вовремя зарядил дождик. Что-то мне это напоминает. Мы, кстати, в прошлый раз на Изаран, когда ездили, тоже попали под дождь. Сейчас, по ходу дела, будем пережидать его здесь. Заодно решим все дела с сим-картой, интернетом и деньгами. Мы вроде решили квест, взяли сим-карту. И опять, друзья, опять это случилось. Я снова стал миллионером. Обменял 100 долларов на 2 миллиона лаосских кип. Так что 2 миллиона у нас есть на 5 дней. 100 долларов, я думаю, что нам должно этого хватить. По сути дела, все как бы. Интернет у нас есть, картами смотреть можем, Google переводчиком мы пользоваться можем. Значит, можем спокойно двигаться в любую сторону Лаоса. Я думаю, что поедем по главной трассе. Особо никуда пока сворачивать не будем. Чуть-чуть отдалимся, встанем на перекурчик и подумаем еще раз. Я надеюсь, что в Лаосе сейчас не каждый день дождь. Мы решили не ждать, пока дождь закончится. Вроде бы с Никитосом мы определили маршрут до какого-то водопада, примерно в районе 200 километров. Непонятно совсем, насколько здесь сейчас сработает автостоп. Но смотрите, очень много идет по этой трассе фур. Может быть, это наши варианты. Буквально чуть-чуть продвинулись и вот так потихоньку, прячась от дождя, продвигаемся вглубь. Мелкими перебежками, пока дождик потише, убираемся дальше. Попутно пытаемся затормозить какую-нибудь тачку. Очень много пикапов едет. Практически каждая машина это пикап, но пока никто не останавливается. Впереди у нас сейчас следующий объект. Это в прошлый раз мы до него тоже дошли. Это буддийская пагода. В прошлый раз, когда мы здесь были, казалось, что все было такое зеленое, классное. Но сейчас вообще здесь просто все полыхает зеленью. Походу монсун здесь бушевал просто. Ну, кажется, мы нашли первый водопад. Вау, вот это водопадище. Красиво цветет дерево какое-то. Вообще ни одного листочка, смотрите, на нем нет, а цветов сколько. Никитос контент пилит в ТикТок. Я, кстати, тоже потихоньку что-то начал вести новый ТикТок. У меня постоянно это уходит на задний план, и я забываю не то, что про ТикТок, там новую соцсеть, я забываю даже свой телеграм-канал вести. Вот так вот. Да, обувь не походная, конечно, у меня. Есть среди вас эксперты хичхакинга, автостопа? Как правильно нужно останавливать машину? Есть какие-нибудь вот, ну, прям золотые правила? Потому что я знаю, есть какие-то российские ребята, автостопщики, которые передвигаются исключительно автостопом. Ну и что-то такое вот, чтобы улыбаться, большой палец, то есть показывать, что, чувак, мы тебе классную компанию составим. Наверное, тогда это больше срабатывает, чем если отчаявшийся такой вид, знаешь, потерянного человека. Интересно, это за нами они урвались, вот эти ребята, или просто они идут в нашу сторону? Не знаю. Hi, guys. Так, привяжу-ка я на всякий случай телефон к руке. Степ-бай-степ. Мы все углубляемся. И на вале уже большого Будду. Не стали заходить в этот храм. Опачки. Что это такое?
Банановые цветы. Никитос, ты знаешь, что это съедобная штука? Это банановые цветы. Мы ели из них банановое карри когда-то. Достаточно вкусная тема. Смотрите, в Лаосе просто кто-то бросил их на землю, типа, и, может быть, кто-то будет с этого готовить нам еду потом. Пань, Никитос, твой выход. Твой выход, Никитос. Ты сможешь. Пань всей Маши. Ты не смотришь, ты не улыбаешься, он тебя не видит. Я ему улыбался как мог. Друзья, как вы думаете, сколько одновременно белых автостопщиков перемещаются в данный момент по Лаосу? Есть ли такая вероятность, что нас здесь всего двое на всю страну? Но пока что выглядит именно так. Шикарный Будда сидит. Вот еще подумал, как вообще эффективнее стопить? Идти и просто стопить? Или именно стоять на одном месте и стопить? Есть ли вообще какая-то разница психологическая для водителя? То есть вот этот зрительный контакт. С другой стороны, я все время шел и стопил, ну потому что, типа, а что стоять, время, типа, терять? Но если в этом логика, может и да, может и нет. Потому что по факту, ну можно стоять и стопить, все равно мы потом проедем то же самое расстояние за 5 минут, которое мы можем идти 2 часа. Никитос, будешь радоваться, когда остановишь свою первую тачку? Я буду записывать эту первую эмоцию. Ну пока что-то не везет. И вселенная не хочет улыбнуться. Она еще спит, наверное. Здесь просто со вселенной уже нужно на лаосском языке разговаривать. Кстати, вы знали, что есть такой лаосский язык? Надо посмотреть, как вообще на лаосском приветствие. О, это что там, Starbucks, что ли? Duty free? Мы тут обнаружили вдалеке, смотрите, очень странные штуки. Какие-то скульптуры. Зеленый Халк, какой-то трансформер или что это. Обезьяны какие-то стоят. Очень похоже на праздник Дивали в Индии. Они вот такие же скульптуры собирают, а потом сжигают их. Короче, типа демонов делают. Чья-то ночлежка. Охранник моста вот этого, походу. Пока странно, если честно. То есть особо, вот знаешь, здесь зелени какой-то нет. Какие-то карьеры. Так, мне интересно, как будут мои тапки выглядеть на 5-й день. Сейчас, знаешь, достаточно новенькие. Даже интересно, почему они строят так высоко домики, смотрите. Наверное, 2 метра над землей. Даже автобусы не тормозят, ребят. Пикапы тоже не тормозят. И очень странно, мы уже, я не знаю, сколько километров идем, но по дороге тупо нет магазинов, но через каждые 300 метров парикмахерская. Вот она. Вон там еще одна. Зачем тут парикмахерские? Кому вообще здесь вздумают, блин, постричься? Так, пикпоинт устраиваем. Hello. Блин, даже слово кофе не понимают, прикиньте. Единственное, что он смог нам дать из кофе, чтобы немного поподриться, это 2 банки робуста. Окей, что, это лучше, чем ничего. Очень странно пока что получается у нас стопить. Не знаю, пока то ли не хватает мозолей на ногах, то ли энтузиазма. Одно с другим как-то коррелирует. А мы себе что-то придумали, что мы там сейчас 500 километров проедем и так далее. Кстати, посмотрим, сколько мы километров вообще от границы продвинулись. Кофе не очень, кстати. Здесь сменилась музычка уже. Вообще вайб больше напоминает здесь, конечно, индийский, нежели вьетнамский. Вьетнамом уже здесь и не пахнет. Двигаемся дальше. Вроде, кстати, распогаживается. Уже 5 километров прошли пешком. Что-то даже дофига как-то. В общем, очень странная тема. По Google картам мы смотрели маршрут. Получается, граница Вьетнам-Лаос называется Лао-Бао. И вот от этой границы идет одна трасса. Она как бы идет поперек Лаоса. И вот по этой трассе как бы нам удобно, в принципе, двигаться только по ней. Реально, почти ничего нет. Ну, как-то никаких достопримечательностей, никаких примечательных темплов. Все какое-то обыкновенное. Но при этом, если отправляться в нижнюю часть Лаоса, там дофига водопадов. Но чтобы туда попасть, нам нужно ехать не по главной трассе, где мы сейчас пытаемся кого-то остановить, и никто не останавливается. А нам нужно будет ехать по шорткату. Не асфальтированная дорога, а хрен пойми вообще что. И вот вообще нет понимания, как бы, потому что нет опыта, насколько реально вообще здесь вот так тачка остановится. Потому что пока что, ну, наверное, машин уже, я не знаю, 100 мимо нас проехало пикапов с свободными кузовами, которые вполне бы могли нас остановиться, подобрать, ну хоть сколько, хоть километр подвести. Нифига, просто проносятся, даже никак не реагируют. Ладно, Никитос, мне скучно, давай продолжай свой рассказ. А то же я не знаю тебя, братан, вдруг ты маньячина какой-то. Где учился? Чем увлекаешься? Учился в Твери, в колледже, системного администратора. Все, конечно, куплено.
диплом. То есть не учился на самом деле. Ну, на можно самом сказать. деле, да. Ходил на сессию сдавать просто, типа. Да. Ну, а в один момент как бы вообще почти перестал учиться, потому что работал. Занимался спортом, то есть я и на байдарках занимался 10 лет, и борьбой, и боксом, и на серфинге катался, и на сноуборде, и на скейтборде. В общем, на всем, что возможно, на всем катался. Да и батя меня просто брал, говорил, типа, все, поехали. А я был мелкий, такой, нет, я никуда не поеду. Но в итоге я все равно куда-то доехал. Один раз парусом по голове прилетело, и больше я на доску не вставал. У меня тогда, не знаю, может даже сотрясение было, но я никуда не ходил, у меня целый день, получается, голова кружилась, болела. Все понятно про увлечение. Вот что дальше ты думаешь делать? Есть какие-то вообще планы? На жизнь. Ну да, как тебе жить хочется, что хочется делать. Надо же вот работу будет искать. Работу надо, значит, специальность какую-то. Специальность это значит, ну, не знаю, к чему-то душа лежит, чем заниматься по жизни. Какие-нибудь, может быть, примерные хотя бы направления, векторы Я развития. не знаю, у меня кореш остался в Рашке, получается, мой лучший друг. А он круто пишет и музыку, и вообще текста он придумывает охуенно. То есть на ходу он просто охуенно пишет. Надеюсь, что он прилетит когда-нибудь. У него сейчас условка закончилась. Ему надо заработать денег, чтобы купить билет, сделать паспорт, все дела. И как только он прилетит, начнем уже вместе тоже крутиться, я думаю. А что вы Что-нибудь вместе придумывать. будете делать? Почему-то есть какое-то желание создать тоже какое-то комьюнити и проводить, может, какие-то фестивали вообще в дальнейшем, ну, это на будущее, если загадывать. Поначалу небольшие, и как бы больше для себя, для общения все равно делаешь. Ну и какой-то заработок все равно будет, я думаю. Как бы на жизнь будет хватать, и этого достаточно. Так, что, у нас здесь банановая плантация. И цветочки из бананчиков. Че, народ, похоже на план? План будущей жизни? Не похож. Не похоже? Нет, он меняться будет миллион раз, он каждый день меняется. И планы, вообще все. Так не загадаешь. Вообще хочется просто найти какую-нибудь работу, которая будет давать деньги на жизнь. Всем такое хочется, Никитос. Да, конечно. Всем хочется. Где же эта работа, которая будет давать деньги, которая будет нравиться, и чтобы можно было... Чтобы можно было передвигаться. А передвигаться вообще можно, видишь ли, без денег. Ну как, совсем без денег тоже не получится. Ну смотри, вот сейчас, например, без денег ты передвигаешься, считай. Ну я сейчас на то и деньги. Передвигаюсь. Ну вот, да. Мы всегда на чьи-то деньги будем передвигаться. Сейчас ты на мои деньги передвигаешься, потом, может быть, кто-то будет на твои деньги передвигаться. Да. То есть деньги — это такая тема. Всегда кто-то на чьи-то деньги передвигается. Так, мы проходим уже 3-й мост. Китос неистово старается остановить свою первую машину. Надежда. Он такой, ну давай, братан, может быть, ты нас подвезешь. Нет. Не хотят. Я уж буду вот так, наверное, молиться и потом. А давай попробуй. Я уверен, что все зависит от энтузиазма, с Да. которым относишься к работе. Им уже на дорогу просто прыгать под машину. Как. Природа здесь, конечно, красивая. Очень ближе к Таиланду уже здесь что-то начинается. Немножко на Индию еще похоже. И даже на Гоа, потому что здесь такая красная, это красная глина. Я вот поражаюсь от таких построек. То есть кому вообще взбрело в голову построить здесь дом и почему? То есть тут-то объективно ни хрена вообще нет. Посреди дороги просто дом и ни хрена нет. Что в нем делать вообще в этом доме? Интересно, что там реально делать-то? С ума сходить? Никитос не останавливает свои попытки. О! Никитос, у тебя получилось! Давай показывай ему сразу, куда нам ехать. Hello, sir. Can we go with you? Короче, остановили какого-то, по ходу дела, или вьетнамского, или лаосского пограничника. Прыгаем в пикапс. Ну что ж, Надо тоже подснять. первая машина застоплена. Никитос, поздравляю тебя, ты лишился автостопной девственности в Лаосе. Приятно, ветерок теперь обдувает. Да. Вау. В пикапах ездить вообще сплошное удовольствие. Главное, пока что нет дождя.
Так, ну и нам нужно сейчас следить, непонятно, сколько мы проедем. Ребят, мы абсолютно, пока что не знаем вообще, куда мы едем. Мы просто решили, что мы пока едем прямо. Договориться очень сложно. Иногда даже Google переводчик не помогает, чтобы вот найти как-то общий язык и понимание. Народ, полет нормальный. Уже проехали 20 километров. Непонятно, он вроде бы что-то начинает притормаживать. Возможно, сейчас где-то тут нас высадит. Говорят. Опачки, может он нас здесь и высадить хочет. Да, по ходу дела он сюда на границу ехал. Чувак в форме, он по ходу дела работает на вот этом бордере. Привез мужикам, да, пивасика, контрзапасы. Так, все. Thank you. Лучше, чем ничего. Много проехали. Достаточно много. Где-то километров 20. Так, чем дальше мы углубляемся в сторону Лаоса, тем приветливее народ становится. Я так предполагаю, что если забраться поглубже, здесь примерно будет как в Индии. Такие же эмоции у людей. Туристов здесь вряд ли много. Вообще, в целом, Лаос не то чтобы сказать прям какая-то супер туристическая страна. Народ заглядывает, такое ощущение, просто вот когда ездят на Визаран, например, из Вьетнама сюда в Лаос или из Таиланда. В Лаос тоже. Колея, ребята. В такую на скорости лучше не попадать. Так, ну что, двигаемся дальше. Посмотрим, как нам будет благоволить судьба. Может быть, еще какая тачка остановится. Сейчас еще нет солнца, но все равно чувствуется, что немножко оно поджаривает. Интересно, сколько нам удастся километров за сегодняшний день преодолеть. В любом случае, мы ждем, пока нам придут подтверждения нашей визы. Поэтому у нас есть время, чтобы поразмышлять о смысле жизни и о будущих планах. Блин, это жесть. Это жесть, народ, смотрите. Просто посмотрите на эту колею. Вот так вот. Просто по высоте. Да, бесконечно тяжеловесы фигачат по этой дороге и сделали вот такую ложбину лютую. Мне кажется, с низкой посадкой тачка здесь просто днищем будет царапаться. Большинство домов в Лаосе вот так они строят. На сваях, вот этот еще выше, здесь, наверное, 3 метра, я не знаю, эти сваи. Мы так поняли, что здесь очень печальный грунт, когда идет дождь, все, глинистая местность. И если поставить дом на фундамент, типа, то он может поплыть. Поэтому они фигачат вот такие сваи очень глубоко в землю, я так думаю, они их забивают. Единственный вариант здесь, чтобы дом просто не смыло. Такие избушки на курьих ножках. Посреди дороги встретили какой-то местный магазин. Локальный. Возьмем водички. Что ему нужно? Бензина нету. Чувак на бенз тоже собирает. Ну что, мы ему дадим на бензик немножко? Он 1000 всего лишь просит. 1000. You need 1000? Ладно, давай 20-ку. Да, держи. Заправился. Welcome. Здесь тоже, по ходу дела, люди нуждаются в помощи. У них не было денег на бензик. Вроде счастливые. Смотри, что у нас здесь есть? Какие-то желешки, какие-то палочки. Хрен его знает, что это такое. Креветочные палочки. Давай возьмем, будем вечером это жрать. Может. Кто знает, может это последний магазин, который у нас будет сегодня на пути. Реально, хрен его знает. Очень бедная страна, как оказывается. Да, показывай закуп. Рандомные какие-то кукурузные хохотушки лаосские, вафельки и креветочные трубочки. Короче, мы берем ништяков. Потому что вечером, когда мы разобьем лагерь и хорошенько отдохнем, то нам захочется ништяков. Если вы понимаете, о чем мы.
Тоненькие намеки на то, что мы любители ништяков всяких разных странных. Но я так уж точно. Вот. Если вижу какую-то странную фигню, особенно вот новую для меня, я всегда ее куплю, даже если это какие-то вредные продукты, мне все равно интересно новые вкусы всегда пробовать. Это одно из немногих, что поднимает настроение. Мы только что дали чуваку на бензин 20 лаосских вот этих шекелей. Мы закупились, короче, в 2 раза дешевле, больше, чем в 2 раза дешевле, чем дали этому мужику на бенз. Возможно, он на целый месяц там себе заправит байк. Ну, посмотрим, что тут даст с ценами. Пока что радует как минимум то, что бывает такое часто, что с туристов берут, ну, реально там в 10, в 20 раз дороже, называют какие-то несуществующие цены. А такая тема, когда не знаешь цен, то, ну, сложно торговаться, сложно вообще в целом понимать ценообразование, сколько здесь может стоить вот пачка каких-то креветочных палочек, например. Вообще нереально. Словился на мысли. Чем дальше я отдаляюсь от точки, откуда мы выехали, ну, то есть из Вьетнама, где у меня остался там ноутбук, какие-то мои вещи в рюкзаке ценные. Вот чем дальше мы куда-то уходим, тем меньше у меня становится вот эта связь между вот этой техникой. То есть мне как будто бы становится пофигу на ноутбук уже. Думаю, а что там такое на этом ноуте? Как будто бы, если уйти вот так на 1000 километров еще куда-то вдаль, то уже совсем станет без разницы на то, что осталось сзади. Мокрое уже насквозь. Достаточно жарко. Совершенно фантастические иногда встречаются дома. Дом под каким-то очень прикольным деревом. Фэнтезийно выглядит, огородик такой. Посреди дороги растут цветы. Не знаю, как называется. Ирисы, что ли? Что-то похожее. Обнаружили какой-то магазин древний. Пойдем посмотрим. Чисто сельский магаз. Hello! How are you? Чуть-чуть перевести дух, посмотрим, что у них здесь есть. Сейчас запилим обзорчик на магаз. Смокли уже детально, просто я насквозь. Я тоже. Давай посмотрим, что тут у них есть в магазе. Энергетики, редбульчики. Вот это хрен его знает, что это такое. Не знаю. Во, смотри, вот он. Это как таиландские энергетики, типа фунфырей. Я даже хз, что вот это. Щеточки, резиночки какие-то, жгуты. Вот из this. Что это такое? Причем небольшой ассортимент того, что можно взять. Будешь Red Bull? Да, можно бы. Взял пару бульчиков, вроде даже есть холодненькие. Еще. Red Bull окрыляет. Thank you. Пытается посчитать, сколько сдачи. 50 дать нам за 2 Red Bull. Коллективная работа у них. Она на пальцах считает, короче, а он там считает деньги. Скорее всего, у кого в семье вот такое вот стадо есть, они могут позволить своих детей в школу отправить. Сейчас мы определим, сколько стоит Red Bull. Теперь Никитос считает деньги. Да, блин, вот. Мы еще первый раз с лаосскими деньгами. На некоторых непонятно еще, сколько это написано даже. 90, а здесь 10 написано. Дружелюбные вроде ребята. Сначала мы думали, что они сами не понимают, там, что они дают. Теперь он тебя учит. 24. Значит, редбульчик стоит по 13... Дешевле кофе. Да, по 13 тысяч. Да, прикольно они тут живут, конечно. Вот так, такие домики очень похожие на сваях, все возле дороги строят. Вот здесь побольше. Вот это такой полудеревянный, из какого-то профнастила, что ли. Такие беседочки, где они, по ходу дела, чилят, от солнца прячутся. Можно остановиться и поспать вообще в таком месте, в принципе. В целом так-то кайфово, на самом деле. Еще, ребят. Вот они. Вот так выглядят люди, которые первый раз увидели свое отражение. Мы не понимаем абсолютно друг друга. Они не умеют читать, а мы не умеем говорить по-лаосски. Коммуникация исключительно основана на улыбке и доброжелательности.
Здорово, пацаны! Hello! Hello, guys! Знакомимся с местным населением. Собачки все, короче, здесь пришли. Абсолютно дружелюбные люди. Не чувствуется, кстати, что они хотели нас, наежить на цену на этот Red Bull. Вот во Вьетнаме, кстати, это частенько было, и реально с нас там какие-то странные суммы иногда просили, и откровенно неприятно даже. Здесь как-то все по-простому. Готов продолжить путь? По коням, Никитос. Да, здесь действительно комфортно. Бай! Снова на дорогу. Все, я уже не выношу этих кет. Попробую. Намного лучше. Вот это другое дело вообще. Бананчики по горизонту. Бананчики зеленые. Мы так поняли, что идет из Лаоса экспорт бананов в Вьетнам. Зеленые прямо срубают и на Лаобао на границу везут. Так подзарабатывают местные. Ай! Пока что как-то прикольно даже идется, так достаточно забавное, давно забытое ощущение, вот это просто идти вперед куда-то примерно так, только понимаем, куда мы направляемся. Тут уже не можем вызвать себе такси, только можем застопить какую-то тачку или, встанем в какой-то момент и просто, я не знаю, пойдем куда-нибудь в лес ставить палатку. Но время еще 1 дня только. Сейчас самое жаркое время, так что у нас еще весь день впереди. И ближе к закату уже только будем думать по поводу места, где будем разбивать лагерь. Банановые люди. Какая-то гора виднеется на горизонте. В тумане. И начались такие смешанные леса. Уже тут и каучуковые деревья, и банановые пальмы. Мы даже здесь нашли на карте ферму дуриана. Но она находится реально достаточно далеко. Тоже не просто туда, конечно, добраться без транспорта. Зато мы поставили очень много меток по Лаосу рядом с границей. Да, можно в следующий раз, если мы сюда вернемся, я думаю, что я бы уже хотел на байке на своем сюда приехать, либо взять в аренду что-то. Никитос, есть какие-нибудь мечты у тебя? О чем вообще мечтаешь, чем-нибудь в жизни? Типа так, кроме банальщины, чтобы бабок там много было и так далее. Дай подумаю. Так, чтобы попроще было. У меня, например, есть одна такая мечта — заиметь свою лодку. Какое-то судно, неважно, как оно будет выглядеть. Просто, чтобы была своя лодка, чтобы можно по воде было катать. В принципе, реализуемо. Конечно, не прям я мечтаю об этом, но как так бы воплотить это как мечту можно было бы, и было бы круто. Это дом на колесах. Окей, ты умеешь водить машину? Умею, но прав нету. Угу. То есть я отучился, но не сдал. Многие права покупают просто, насколько я знаю, в принципе. У меня вообще мои права в Конституции или в фотошопе нарисованы. Я в Японию всегда мечтал попасть. Что там делать, думаешь, будешь в Японии, если приедешь? Вообще бы хотелось попробовать пожить там. Не знаю, в отелях жить. Вообще на месяц бы вот так приезжаешь и снимаешь квартиру, оно дешевле выйдет, чем отели вот эти на неделю. Япония очень дорогая страна, то есть туда реально нужно нормально брать с собой бюджеты, чтобы там покататься, что-то посмотреть. То есть есть какие-то попсовые такие хотелки, там на Фудзи, например, подняться, или, не знаю, что там еще есть, вот это лес самоубийц какой-нибудь. Да. В гипноцентре. Мечта сняться бы даже в каком-нибудь фильме или сериале. Ну так вот, я тебя Netflix. снимаю. Не, ну Точно да. на Netflix можно подать вот этот материал. Вот, да. Видел чувака, он рассказывал, что, живя в Америке, Netflix устраивает кастинги, набирает людей для массовки, либо для какой-нибудь роли. Как бы прикольно было бы когда-нибудь попасть и попробовать заснять себя, попробовать себя в роли актера. А почему именно Netflix? То есть, допустим, если ты в Индию поедешь, ты вполне себе можешь быть там болливудской знаменитостью. Очень многие русские чисто зарабатывают, как раз снимаясь в кино. Но в все-таки индийском. Netflix это такое что-то прям... Индийцы тоже снимают Которая- Netflix. Да, Netflix, по сути дела, это компания, которая просто спонсирует разные страны. От Индии тоже выходят фильмы. Мы вызываем какой-то фурор у детей, когда проходим мимо. Ай!
каких-то там американских крупных фильмах, мне кажется, это не так просто туда пробиться. Но если хочется прям попробовать себя в роли актера, то тебе в Индию, мне кажется, потому что в Индии, ну, ты вообще без проблем впишешься в любое кино. Главное, злодеи в каком-нибудь индийском супер-боевике. Уже немножко начинают пяточки подгорать. Ребят, смотрите, мы тут какой-то очень приятный лес нашли. Не знаю, что за деревья, но похоже на каучук. Сейчас посмотрим. И реально начало уже капитально поджаривать ноги. Походу придется обратно обуваться. Кажется-то солнце не светит нифига, но оно жарит прямо, я бы сказал. Это каучуковая роща. Сейчас надену тапочки, потому что хрен знает, там могут быть змеи. Погнали. Первый раз, кстати, сейчас сам буду смотреть вблизи на каучуковую ферму. Вон там, смотри, дом, это, походу, те, кто его держит, эту ферму. Вот эта хрень похожа как раз-таки на вот эти горшочки, которые они вот так подставляют к дереву, только это не оно, пошли дальше. Кстати, приятное место, мы могли бы здесь тоже очень круто закемпиться. Вот, смотри. Правда, тут как бы пока, может быть, не сезон, я не знаю, почему они сейчас не собирают. Они срезают вот так кусочек дерева, потом вот так мисочку вставляют, и сюда просто начинает собираться резина, натуральный каучук, по сути дела. Ну, ни одно дерево сейчас как бы не собирает. Может быть, не время давать пока что сок. Каучук — это такая белая масса, это прямо резина белого цвета. Такая штука, она как резина, реально настоящая. По сути, это натуральная резина, силикон, насколько я знаю. Ну, короче, производственная. Мы прям зашли, спрятались от палящего солнца, сразу в лесу такой. Блин, когда-нибудь можно будет передавать запахи через видео. Пахнет просто офигенно. Такой запах листвы, какой-то свежести. Что-то немножко проголодался, хочется какой-нибудь фрукт съесть, а фруктов-то и нема вообще. Бананов, смотрите, здесь днем с огнем не сыскать, потому что они все их срезают. Вот там парочка зеленых только висит из всей вот этой рощи. Вот они, красавчики. Ну, зеленые есть неохота. Мы уже пешочком прошли, наверное, я не знаю, где-то километров 10, наверное, пешком. И километров где-то около 30, наверное, может 25 он нас провез. Мозоли уже у меня начинают появляться на обоих ногах. Никитосы уже тоже мозоли. Босиком сейчас уже мы не смогли идти, потому что асфальт супер раскалился. Поэтому возвращаемся в кеды вонючки. Возвращаемся на нашу любимую дорогу. Это что это за маха-камыш? Я хочу такой один. Как российский тополь. Вот это кто-то себе теремок отгрохал. Смотрите, вон там папайя растет. Забыл протестить одну штуку, мы уже столько идем под солнцем. Взял с собой один девайс. Это значит солнечная панель. И мы сейчас будем проверять, сможет ли она зарядить, например, хоть сколько-нибудь вообще телефонной батареи или пауэрбанка. В общем, все просто. Цепляем ее за карабины. Есть контакт. Так у нас выглядит, собственно, панелька. Есть USB и Type-C. Бамс. Попробуем вставить Type-C. Ладно, проверим на телефоне. Сейчас пройдемся какое-то время и посмотрим, зарядит ли он хоть 1% нам. Телефон, кстати, немножко вроде показывает, что заряжается, но это еще ничего не значит. Так, ребят, у нас еще тачка остановилась. Вот чё. Забуриваемся. Как бы нас не в рабство сейчас отвезли. Короче, остановились двое каких-то ловских ребят. Вроде бы едут туда, куда нам надо. Показали, когда мы сели, какой-то странный жест. А что за жест он показал, Никитос? Что это значит, как ты думаешь? Я думаю, нас сейчас в сексуальное рабство отдадут. Блин, Никитос, придется тебе отдуваться за нас двоих. Главное, что платили. Are you going to stay in the farm? Короче, ребята эти приглашают нас на ферму в Набо. Это город, как раз через который нам нужно будет проезжать. Но что-то после вот этого жеста, который они показали, мне как-то что-то сыковато ехать с ними на эту ферму. Качает? Это типа лаосский рэп. Знаете, идти
Это очень классно, потому что вот когда просто идешь пешком, такое состояние медитативное. Но когда ты едешь, это совсем другое дело. Кстати, лаосская музычка мне больше заходит, чем вьетнамская. Более мелодичная. Такое, рок-версия. Наши чудеса коммуникации нам помогают, Google переводчик справляется. Вроде как они едут прямо вот туда, куда мы хотели доехать. У нас есть достаточно много времени до того, как нам визы подтвердят, так что все класс. Успеем по-любому посмотреть на этот водопадик. И обязательно целый день хочется там провести. И день, и переночевать, где-то на природе, пошариться, посмотреть вообще дикую местность. Мы свернули с главной трассы вообще на какой-то жесткий оффроад. Не знаю, сколько, походу, вся эта дорога будет дальше вот такая. Пишут очень странные сообщения, типа, не хотите ли вы поиграть в какую-то игру? И название каких-то игр на лаосском, я не знаю, что это значит. Страшно соглашаться, на всякий случай отказались. Здесь деревня выглядит, я не знаю, как будто бы здесь... Как будто бы сюда и не заезжают вообще никогда и никто. Смотрите на цвет листвы. Все вокруг зеленого цвета перекрасилось, как будто бы в сепию, в такой песочный цвет, потому что кругом пыль. Вот только мы проехались по этой дороге, наверное, километров 10. Теперь я понимаю, почему здесь у всех людей пикапы. Потому что, по ходу дела, на других машинах здесь особо по Лаосу и не поездишь. Нужен полный привод и высокая подвеска. Я не знаю, что там будет дальше, если заезжать в дебри Лаоса, но пока что выглядит это очень страшно. Если вот захотеть попутешествовать по Лаосу на байке, то нужно прямо что-то мега крутое, какой-то эндурик мощный. Очень забавно здесь живут люди. На вот этих избушках, домах-избушках. Причем у них здесь есть спутник, вон. Значит, есть интернет. И пейзажи, конечно, отдельно вообще внимание заслуживают. Очень красивые горы и леса смешанные. А к чему высадили его друга, он живет где-то вот в этой перде. Ну, кстати, неплохой у него домик. Откровенно говоря, вообще просто на пустыре стоит вот такой вот дом. Один причем здесь. И больше ничего нету вокруг. Чем они руководствуются, когда выбирают землю, где построить дом? Практически доехали до города Вилаболи. Вилаболи — это какой-то промышленный городок, что ли. Карьеры огромные, где добывают щебенку или глину, непонятно. Довольно такие апокалиптичные пейзажи. Очень прикольно. Делаем контрольное селфи. Thank you, бро. Выпуливаемся. Вилаболи, какой-то пустынный промышленный город. Надеюсь, сейчас здесь мы найдем хотя бы что-нибудь похавать. Пополнить запасы воды надо. Реально пустынный городок мне немножко напомнила границу в Непал, как заезжаешь. Там тоже везде пыль. Примерно вот такой же ландшафт. Идем-ка вон там, смотри, бананчики вижу. Какие-то фрукты есть. Мне напоминает это какую-то постапокалиптическую игру. Какой-то Fallout или что-то такое. Есть такое, есть такое. Hello. Опачки, здесь есть манго, бананчики, апельсинчики. Нам надо все это взять, бро, хоть сколько-нибудь на всякий случай. Смотри, это что такое, дыня, что ли? Давай возьмем, попробуем. Мы сейчас где-нибудь отойдем чуть-чуть, устроим себе пикничок с этими фруктами, немножко перекусим и будем надеяться на стоп следующей машины. Выбор товаров на самом деле нормальный. Самое главное, что есть батат. Если есть батат, значит уже не пропащее место. Че, капустка есть, баклажаны, огурцы. В принципе, нормально. Арбузы. Драгонфрукты, смотрите, какие завяленные, уже засушенные такие практически. И вот такие булочки еще есть, тоже непонятные, бисквитик. Может, возьмем вот такой бисквитик к чаю? Мы как в постапокалипсисе будем брать все по максимуму, на всякий случай. 55 за булочку, 5 бананов, там мандаринов достаточно много и дынька. В целом недешево здесь, вот это первое место, где с нас взяли
Так, недешево. А 55 это что-то около $2, что ли? Мы не торгуемся, мы просто доверяемся вселенной. Какая-то она такая недоброжелюбная, видно, что... Уставший. Бро, ну ты сам подумай, вот если бы ты жил, блин, в этом апокалипсисе или Я бы был постапокалипсисе. Конечно. Бы просыпался просто с мыслью о том, почему вообще ты здесь родился, почему ты здесь находишься, а не где-нибудь на Гоа, например. Это апокалипсис! Надо сигареты, бро, сигареты. Сигареты надо бросить, Никитос, Нет, бросить это сигареты, такое не пора. Ну какой здесь курить, жара дичайшая вообще. Надо, бро, точно надо. Главное, чтобы в постапокалипсисе был ATM, банкомат, где можно снять кэши. Странные штуки, вот это вот мы уже видели, это какая-то животного происхождения что-то, какие-то то ли это уши свиные, обрезки какие-то, я не знаю. Что у них здесь? Смотрите, маленькие какие-то кокосики. Тоже я такие первый раз вообще вижу. Походу здесь, в этом месте больше не урождаются. Дорога ведет нас в никуда, потому что прямо по этой трассе это совсем другую сторону, не то, куда нам нужно. Мы вот в эту подворотню. Вообще, на первый взгляд, выглядит сомнительно, не правда ли? Какая-то хрен его знает, куда она ведет. Там находится водопад. О, гляди, женщина впереди что-то... Коконат! Кокос! Кокос! Эй, Никитос, будешь кокос! О, даже в таких отдаленных уголках Лаоса не обойтись без машины, шайтан-машины, которая делает шугар-кейн. Сахарный тростник. Слушай, мне кажется, или тут какие-то люди, они... Улыбка пропала с их лица. Они немножко как будто бы... Сейчас по кокосику Никитос дерябнем, знаешь, как классно станет. Реально мы до водопада, возможно, долетим. Пивасик продается, смотри, какой-то Блэкбери. Сомерсби. Что такое? Кто-то ты, кстати, как, по синьке или нет? Пивко я могу драть. Да? Я тебе не буду покупать алкоголь. Сам покупай. Смотрите, какие-то такие тучки. Похоже, как будто бы на грозовые тучки. Пробуем немножко зарядить телефон этой батарейкой. Вроде как бы она работает, но мой телефон почему-то не тянет. У Никитоса вроде как процесс идет. Посмотрим, хотя бы 1%, если зарядит. Вот под таким солнцем, которое за облаками, то это уже будет победа. О, thank you. Кокос, кстати, что-то пока не впечатляет. Очень похож на индийский. Индийские кокосы, они безвкусные практически. За целый день прошлись. Я, по-моему, даже поссать не сходил. Вот только с утра, когда проснулся, поссал. И все, и весь день мы просто потеем очень сильно, очень жарко. Еще батат повезли. Целый грузовик. В общем говоря, при такой температуре просто можно бесконечно пить воду и даже не ходить в туалет. Налила полный кокос. То есть она вскрыла сколько? 3 кокоса, по-моему. Я просто не могу уже его выпить. Ну, литр-полтора есть, блин. Вот девчонка эта занимается, то что делает кокосы, какие-то соки. Тут вот у нее есть несколько позиций, что она готовит. Какие перспективы, куда пойти учиться. Мне кажется, что молодежь мечтает в любом случае свалить отсюда, из этого города. Потому что выглядит здесь все немного уныло. В Таиланде вроде у них помогать родителям в бизнесе, то есть вместе с ними вести бизнес, это считается как авторитетно даже. Им наоборот, некоторым даже в кайф, то есть вот так вот просто жить. Все, я его прикончил. Огромный. Потому что они, в принципе, могут не увлекаться другими странами, то есть им вообще срать, что в другом мире происходит. Какая-то песчаная буря поднялась просто. Пацаны, подбросьте! Так, короче говоря, мы разобрались. Кокос все-таки стоит 15. По ходу дела, она по 2 кокоса нам вылила в каждый. А еще теперь это моя новая подписчица на Ютубе. Первая лаосская подписчица. Мы погнали дальше, ребят. Время 3 часа дня. У нас еще впереди где-то 40 километров пути по неясным дорогам. Но мы готовы. Решать сколько?
21. А было сколько? Примерно за 15 минут зарядил 5%. Солнечная панелька работает даже в облачную погоду. Это круто. Ребята, я застопил трактор, чтобы не идти пешком, пока едем на муравье. О, вот это жизнь, кайф. Наши навыки автостопа растут, как на дрожжах. Скоро мы будем стопить тачку просто в секунду одним мизинчиком. Ребята в горку с нами, с троими-то. Нормально тянет трактор. Full power. Так, ребят, идем на обгон. Впереди у нас конкуренты. Отлично, нормально у нас, кстати, прокатил. Thank you. Так, мы хотели этих застопить вторых, но они туда же едут все в одно место. Мы проехали где-то на этой штуке, может быть, не знаю, километра полтора. Нормально. Веселая поездочка. О, смотрите. Бэмс! Вот такой домик. Тоже один. В лесу. Фух, еще немножко подзагорел, народ. Нормально так подсгорел. Не знаю, посмотрим, что будет завтра. Насквозь проходим эту деревню. Достаточно живописно. Есть животные и люди. Кстати, вот он, этот корнеплод. Его возят здесь на фурах. Не знаю, что это такое. Похоже на батат, но нет, не похоже на батат. Это что-то другое. Очень большими объемами. Видел много прям реально грузовиков. Вот с этой штуковиной. Похоже на топинамбур. Нас бегут провожать местные дети. Мы машем им рукой и говорим: пока, дети. Смотрите, какое дерево с дикими огурцами какими-то. Тоже. Реально огурцы. Целое дерево. Вот как надо, блин, не на грядках выращивать огурцы, а просто дерево сажать и, блин, на дереве их растить. Вон там впереди лесной пожар, походу. Но здесь прям быт-быт. Деревня максимального уровня. Коровы. Реально пожары лютуют. Вон, смотрите, впереди весь лес сгорел. Офигеть, туда пару машин проехало. Типа местных рейнджеров, не знаю. И вот, смотрите, тоже очень красивый лес. Смешанный, что самое прикольное. Там, видите, это бамбук. В основном бамбук. Вот коровы тут доедают этот топинамбур. О, смотри, какой прикольный ручеек. Отлично, можно сказать, что мы видим первый мини-водопад. Это сделано для кого? Для рейнджеров, может быть. Реально, давай-ка перекусим фруктецов здесь, а? Слушай, мы все идем, хотя бы бананчик заточить. В любом случае, мы сильно далеко не уйдем, нам идти реально много километров еще, так что, может, будем ждать, пока кто-то проедет мимо. Пока можем сделать вам обзор на наших телочек. Ох, ладно, ну что ж. Перекус куса. Попробуем дыньку. Блин, как яблоко просто. Ну, сейчас мы узнаем, что говорить, что думать. Сейчас мы узнаем. На-ка, зарежь ее. О, слушай, внутри она как будто бы сочная. О, хватит. Заценим. Я ожидал худшего. Неплохая дыня. Учитывая, что за сегодня мы съели яичницу с луком. И что мы еще ели? Мы больше ничего не ели. Офигеть, тогда это супер офигенная дыня. Еще плюс 2 балла. Куда мы с тобой забрались, писец просто. Надо сейчас будет помолиться, чтобы вот оттуда кто-то приехал, потому что выглядит так, как будто там, блин, просто горят леса, и кто вот оттуда соберется ехать в горящие леса. Возможно, это будет нелегкая дорога. Но мы не ищем легких путей, как говорится. Мы подготовились, и у нас в запасе есть еще 4 дня на весь этот путь, чтобы доехать до водопада, там почилить, отдохнуть и обратно доехать. На селфи-камеру странное какое-то качество, если честно, получается. Мы как будто не настоящие вообще, братан, смотри. Или мы настоящие. Тут что-то как будто он подрисовывает вообще. Я не такой, мне кажется. Я как будто бы что-то подкрашенный какой-то. Не знаю, за тобой тоже странная какая-то сущность. Что это? Проведение.
Как гадкий утенок. Налетай, налетай. Вкусный дыня. Так, ну что, вечерняя сводка. Друзья, мы оказались в небольшом затруднительном, может быть, положении. Дорога у нас лежит вот туда, но там горит лес. Мы уже здесь где-то минут 40, наверное, кушаем бананы и дыню, и пока мимо нас не проехало ни одной машины. В основном только скутеры какие-то проезжают. В ту сторону пилить просто овер до хрена. При этом там есть очень много развилок. А теперь вопрос к знатокам. Как скоро у нас получится добраться туда, куда мы себе сами придумали? Короче, будем думать сейчас. Мы остановили какого-то чувачка, он вроде даже по-английски немножко говорит. Я думаю, что сейчас, смотрите, вот, не знаю, что он там везет, у него закрытый кузов, но пофигу. Я даже готов на капоте на самом деле ехать, лишь бы миновать вот этот вот участок с горящим лесом. Так, блин, он очень с сомнением сказал, типа, чуваки, вы, блин, как вы туда попадете? Говорит, там дальше просто дикий вилледж и никого не будет. Я не знаю, куда мы едем. Приключения ждут. Класс. Вот так, ребята. Я думаю, что любого человека, в принципе, кого бы мы здесь остановили, но у него бы не было шансов просто нас не подобрать. Дорога просто ужасная, просто нереально лютая. Доехали до какой-то деревни. Я уже не совсем понимаю, где мы находимся. Мы поехали чуть другой дорогой, там было 2 развилки. Не стали ничего говорить, я думаю, что водила лучше знает. То есть он понял, куда мы хотим попасть, это самое главное. Я надеюсь, что он подвезет нас как можно ближе. Да, ребят, мы попали просто в дичайшие места. То есть здесь забор из чистокола. Как сюда вообще люди добираются, непонятно. Смерч на дороге. О, моя жопа, она каменная. So the town is what is very Вот это контраст, смотрите, какое небо. Немножко даже грозовое, как будто бы. Чувак этот привез нас хрен знает куда. В общем, весь наш маршрут в какой-то момент начал проходить через вот этот лес. И это супер непопулярный маршрут. Чувак вообще удивился, что, он сказал, что, чуваки, вас мог вообще никто не забрать, потому что здесь особо никто не ездит. Он нас привез сейчас сюда, узнал своего приятеля, по ходу дела, что он через час отправляется в следующую деревню, которая находится уже еще максимально близко к водопаду. То есть через час мы стартуем отсюда на другой машине какой-то до следующей деревни, которая называется Кок. Там есть ресторан нормальный, скорее всего, там поедим, заночуем, и утром уже оттуда будем добираться в финишный день до водопада. И будет чудо, если мы успеем еще потом дня за 3 вернуться обратно. Мы сначала, когда собирались вообще ехать сюда в Лаос, мы там смотрели так, посетить 5 водопадов, там, знаешь, такое. А сейчас мы уже поняли, что забрались так далеко, что хрен знает, как вообще вернуться обратно. Блин, adventure time. Да, adventure time. Зато это трушно, прикольно. Так вот автостопом. Люди помогают, по дороге все как-то само собой складывается, встречают. В общем, классно. Что-то получается. У меня сел первый пауэрбанк, остался еще один пауэрбанк. И, по сути, больше нету энергии. Придется в этом городе, куда мы сегодня приедем, наверное, в какой-то кафешке отдать на зарядку пауэрбанки. Чтобы хватило еще на несколько дней съемок. Так, ну что, ждем тогда час. Следующую тачку. Время 5:30. Уже почти что закат для нас тут случился. Лаосцы играют в какую-то лаосскую игру, типа, я не знаю, как эта хрень называется, типа Сокса. Вот это ветеран Великой Отечественной Лаосской войны идет. Вот это Никитос. Мы уже на самом деле такие подуставшие немножечко. Такое ожидание, вот, как-то непривычно после того, как весь день мы просто такие куда-то ехали, и тут вдруг немножко осели. Hello. Hello. YouTube. Russian people. Russia. 5. 10.
О, มาเยี่ยมยาม มาเยี่ยมยามลูกหลาน Лаос. อยู่นี่อยู่วงนี่ Он, короче, он говорит, вы все сюда, в บ่ Лаос, อยากบ่อยาก в Лаос, пригоняйте, тут классно. Че, нам остается, мы будем только ждать, пока водитель наш приедет и нас отвезет дальше. Откуда у нас уже водитель как будто бы появился? Я, кстати говоря, вот из-за сложности перевода это все не точно. Сейчас мы узнаем, что он хочет. แต่ว่าแต่เข้ามาอยู่นี่และมีช่องเถือไอ้เอ้ยและเดี๋ยวนี้แหละลุงนี่แหละมายามลูกหลานบ่มีปัญหาหยังหรอกโอเค Он говорит, ну приезжайте сюда и оставайтесь здесь дважды. Так, все, вот наш водитель, короче, пригнал нам другого водителя. Короче, мы не будем терять времени и загружаемся, пока, блин, мы не остались здесь. Я не знаю, мне не сильно нравится это место. Это похоже на какую-то стройку или хрен знает на что. Никитос, погнали грузиться. Мы в новой тачке. Ничего не понятно пока. We go to Kok, yeah? Village Kok. И не говорят с нами. Подумал, что я понимаю его язык, А и он мне начал что-то объяснять. И я делал вид, что я его понимаю. он сказал, что приезжайте сюда. Я думал, он сказал, что типа не приезжайте сюда, особенно дважды, типа. А потом я такой, типа, приезжайте сюда. И, ну, короче, непонятно, что он имел в виду. Ну, Но по-моему, как будто бы он говорил, что типа приедете сюда 1, 2, 3, хоть 9 раз. Типа, вы здесь, типа, все равно, наверное, останетесь или что-то типа того. Наверное. Ну, как будто бы в этом контексте. Ну что, у нас впереди где-то 1 час дороги. Ребят, я даже не знаю, как передать состояние дороги, по которой мы едем. В общем, это что-то похоже, наверное, на марсианский грунт. Чувак топит на этом джипе. Просто настолько быстро проскакивает эти ямы, нас колбасит. Но, в общем, машину жалко, реально. Дорога жесткая. Ямы иногда настолько глубокие, что приходится реально притормаживать, прям, чтобы через них проехать и не кувыркнуться. Это просто жесть. Никитос рюкзак превратился в пыль. Я никогда не видел такой хреновой дороги. Я даже сейчас до сих пор не уверен, что машина доедет в целости и сохранности до места назначения. Нам просто дичайше повезло, что водила прошлое нашел нам вот эту машину, потому что если бы мы сюда поперлись одни, мы бы просто не смогли. Реально, я даже не представлял, что такие хреновые дороги бывают. Переплываем какие-то реки, озера, блин. Ужас. Что, ребят, мы приехали. Это просто шок. Я просто, если честно, ну как бы, если не материться, то я в ахуе. Я даже не представлял, что так можно водить машину. Просто вот, чтобы вы понимали, что это за тачка, кто разбирается. Но этот чувак, он просто... Во-первых, я впервые видел такие дороги. Это просто было настолько страшно. Похоже на марсианский грунт. Мы вот так вот просто ехали, но мы ехали немедленно, а он просто несся со всей скорости. Это было просто жесть. Никитос кинул рюкзак в багажник. Я решил оставить свой в салоне. Ребят, если вы соберетесь на этот водопад, на который мы завтра поедем, я оставлю точку под этим видео. Подумайте 10 раз, прежде чем сюда ехать, даже если у вас свой транспорт. Потому что, ну, я не знаю, как минимум, вот на таком джипе вы сможете сюда доехать, и то это было просто жесть. Это была просто ужасная дорога. Хорошо, что он остановился, и мы поссать сходили, потому что в какой-то момент я думал, что вот от этой тряски, от таких кочек я просто взорвусь. Мы сейчас находимся в городе, который называется Кек. Приехали в ресторан
дико хотим хавать. Что нам нужно найти, где переночевать. На улице дичайше холодно. Фу, друзья, на сегодня этот день заканчивается. Спасибо, что посмотрели это видео. Мы сейчас хаваем и ложимся спать, потому что это был просто безумный день. Завтра нас еще ждет целое путешествие в сторону водопада. Благо, до него осталось буквально немного. Но это тоже будет целое приключение, там будет трекинг, и мы, скорее всего, еще попробуем остаться там с ночевкой. Самое главное, я не знаю, как мы будем выбираться отсюда, потому что если мы поедем этой же дорогой, я не уверен, что это вообще возможно. Еще раз спасибо. Никитос будет отряхивать этот рюкзак, походу, до утра. Спасибо, что ставите лайки, пишите комменты, ждите продолжения. Все, всех обнял, всем пока. О, блин, холодина. Да все, его только сжечь уже Никитос.